Хочешь понимать каждое ценовое движение на рынке? Мечтаешь уметь разглядывать цену под микроскопом? С помощью биржевого стакана это возможно. Досмотри это видео до конца, будет просто море полезной информации для начинающих трейдеров. В этом видео я расскажу и покажу на примерах принципы взаимодействия участников торгов и исполнения ордеров, а также принципы ценовых формирований и движений. Именно это вам позволит разглядывать цену под микроскопом. Рассмотрим, какие бывают ордеры, что такое биржевой стакан и как им пользоваться, что такое таблица сделок, что такое ликвидность и проскальзывание. В общем, еще очень много полезной информации. Приятного просмотра! Итак, для того, чтобы осуществлялась торговля, необходимо, чтобы на рынке данного товара присутствовало как минимум два участника. Продавцы, формирующие предложение, и покупатели, формирующие спрос. Рассмотрим продавцов. На финансовых рынках предложение осуществляется не одним, а огромным множеством продавцов, между которыми существует конкуренция. Ведь каждый продавец желает продать свой товар как можно дороже. А также известно, что количество предлагаемого товара ограничено. Таким образом, продавцы формируют предложение, выставляя свои заявки на продажу по ценам, которые их удовлетворяют, и в том количестве, которое они желают продать. Занесем эти заявки в таблицу. В таблице укажем цену, по которой продается товар, а также объем. Объем – это количество предлагаемого товара. В нашем случае это лоты. Почему лоты? Потому что акции на бирже не торгуются поштучно, а торгуются лотами. Один лот – минимальный объем покупки на бирже. В лоте может быть и одна акция, и тысячи. Например, в одном лоте акций Сбербанка содержится 10 акций, а в одном лоте Лукойла – одна акция. Зато в одном лоте ВТБ 10 тысяч акций. Если бы мы сейчас рассматривали торговлю фьючерсами, то объем был бы в контрактах. Сделки по фьючерсам заключаются контрактами. Если хочешь больше полезных обучающих роликов по трейдингу, то не забудь поставить лайк под это видео и подписаться на мой канал. А также здесь регулярно выкладываю свои сделки с обучением. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить моих новых видео. А что если два продавца хотят продать по одной цене? Например, продавец номер 4 продает по цене 270 рублей 54 копейки 100 лотов. А продавец номер 1 продает 150 лотов по цене 270 рублей 53 копейки. Но он желает продать еще 50 лотов и готов их продать чуть дороже. Например, как продавец номер 4 по цене 270 рублей 54 копейки. Объем по одной цене от всех продавцов суммируется. В таком случае по цене 270 рублей 54 копейки будет выставлено 150 лотов на продажу. 100 лотов продавца номер 4 и 50 лотов продавца номер 1. Возникает вопрос, с каким продавцом покупатель будет заключать сделку по этой цене, если по одной цене стоит несколько продавцов с разным объемом. Сделка заключается по цене заявки, находящейся в очереди первой. И при этом размер заявки не влияет на ее приоритет. В данном случае первый разместил свою заявку продавец номер 4, то есть пока его заявку в 100 лотов не разберут покупатели, у продавца номер 2 так и будет висеть заявка в 50 лотов. Заявки на продажу также называют ask. В стакане их, как правило, выделяют красным и размещают сверху. Продавец номер 3 выставил самую низкую цену. Такая заявка называется лучшей ценой продажи или лучший ask. В стакане выделяется немного другим цветом. Теперь рассмотрим покупателей. Представим, что их не удовлетворяют цены продавцов на данный актив. Ведь каждый покупатель желает приобрести товар как можно дешевле. А также покупатели имеют ограниченные суммы денег. Да и акции всем требуются в определенном количестве. Выставляя заявки о покупке определенного количества товара по определенной цене, покупатели формируют спрос. Занесем их заявки в ту же таблицу, где указан объем и цена. Заявки на покупку также называют bid. В стакане их, как правило, выделяют зеленым цветом и размещают снизу. Покупатель номер 4 готов купить товар по самой высокой цене из всех. Такая заявка называется лучшей ценой покупки или лучший bid. В
стакане также выделяется немного другим цветом. А также добавим в эту таблицу заявки других покупателей и продавцов. На московской бирже брокеры в основном предоставляют глубину стакана 20 на 20. Это означает, что в стакане будут отображаться 20 заявок на покупку и на продажу, а остальные скрыты до того момента, пока стоимость актива не дойдет до этих цен. Если у вас меньше, то уточняйте у своего брокера. Кстати, вот сейчас мы видим, что какие-то персонажи продают или покупают акции Сбербанка. Если приглядеться, некоторых из них мы сможем узнать. Так вот, на бирже вы не знаете, кто покупает, вы не знаете, кто продает. Все участники рынка анонимные. Мы лишь видим заявки, размещенные анонимными трейдерами в стакане, а также видим сделки, проходящие в таблице всех сделок. На бирже в основу механизма торговли заложен принцип Order-driven market. Рынок конкурирующих между собой заявок, при котором сделка заключается автоматически при пересечении условий во встречных анонимных заявках. Обратите внимание, что между лучшей ценой продавцов и лучшей ценой покупателей имеются пустые цены. По этим ценам не выставлен товар ни на покупку, ни на продажу. Эта разница между лучшей ценой спроса и лучшей ценой предложения называется спред. Спред может быть заполнен кем угодно, как покупателями, так и продавцами. В случае, если кто-то выставит акции на продажу по более низкой цене, или если кто-то желает купить товар по более высокой цене. Спред может быть расширен и еще больше, если продавцы и покупатели откажутся от своих заявок. Подписывайтесь ко мне в телеграм-канал, там я выкладываю для вас еще больше полезной информации по трейдингу. Широкий спред свидетельствует о том, что на рынке мало согласия между покупателями и продавцами. Это значит, что продавцы просят слишком дорогую цену за товар, а покупатели желают приобрести товар, но по более низкой цене, на которую в свою очередь продавцы не согласны. На бирже цена финансового инструмента постоянно меняется, поскольку меняются интересы покупателей и продавцов. Соответственно, спред также постоянно то сужается, то расширяется. Итак, перед вами классический биржевой стакан, то есть таблицы заявок покупателей и продавцов. Участники торгов могут переставить свои заявки на другие ценовые уровни, могут вообще их поснимать и отказаться от покупки или продажи, но только до тех пор, пока заявка не исполнена. На финансовом рынке такой тип заявок называется лимитной заявкой или лимитный ордер. Лимитный ордер – это заявка на покупку или продажу, которая позволяет установить конкретную цену, по которой вы готовы совершить сделку, а также количество требуемого товара. Например, на данный момент вы считаете, что актив переоценен и стоит слишком дорого. Вы выставляете заявку на покупку на ту цену, которую считаете справедливой, но так как цена вашей лимитной заявки ниже относительно существующих в текущий момент на рынке, то исполнится она не сразу, а лишь только в том случае, если по ней пройдет пересечение спроса и предложения, и найдутся участники рынка, готовые удовлетворить данную заявку по указанной трейдером цене. Если нет, она останется висеть неисполненной, пока вы ее сами не снимете, или до конца торгового дня, в зависимости от того, что вы указали в параметрах заявки. Когда вы выставляете свою лимитную заявку в стакан, все участники торгов видят ее в своих стаканах, потому что данный приказ выводится непосредственно на сервер биржи. У лимитного ордера есть отличное преимущество. Если он исполнится, то вы совершите сделку именно по той цене, на которую рассчитывали. Но также имеется недостаток. Само исполнение ордера не гарантируется. Например, если у вас заявка на большой объем, то такая заявка может не исполниться или исполниться, например, частично, а часть может остаться висеть дальше, потому что продавцов, желающих продать на такой объем по такой цене, может быть недостаточно. А как же ваша лимитная заявка может быть исполнена? И кто ее исполнит? Для того, чтобы ответить на данные вопросы, необходимо рассмотреть другой тип ордера – рыночный, и разобраться с понятием «рыночная цена». Представьте себе ситуацию, вы узнали какую-то благоприятную новость одним из первых, о том, что акции Сбербанка скоро сильно вырастут в цене. У вас есть свободные средства, которых хватит на 500 лотов акций Сбербанка, и вы хотите срочно купить 500 лотов. Вы, конечно, желаете купить их подешевле и выставляете свою лимитную заявку на 500 лотов.
например, по цене 270 рублей 40 копеек. Так как там уже было выставлено 40 лотов, то с вашей заявкой в 500 лотов по этой цене объем суммируется и будет выставлено 540 лотов. Вы ждете, но заявку не исполняют, так как рыночная цена для покупателя на данный момент 270 рублей 50 копеек за акцию. И снизится ли она до 270 рублей 40 копеек перед ростом или нет, вы не знаете. И беспокоитесь, что не успеете закупиться акциями, и цена вырастет без вас, и вы не заработаете на этом движении. Поэтому готовы заключить сделку как можно скорее. Вы посмотрели в стакан на текущие цены продавцов. Лучшей заявкой на данный момент оказалась цена предложения 270 рублей 50 копеек. И на продажу по этой цене выставлены как раз 500 лотов. Вы снимаете свою лимитную заявку и покупаете по лучшей цене предложения. Такой тип сделки называется buy market или покупка по рынку. А вы какой ордер предпочитаете использовать, рыночный или лимитный? Обязательно напишите в комментариях. Я же в основном открываю и закрываю сделки лимитками. Но в случаях, когда нужно быстро открыть или закрыть сделку, использую рыночный ордер. Совершив покупку по рынку на бирже, вы открываете длинную позицию себе, исполнив лимитный ордер продавца номер 3. То есть, лимитная заявка продавца прекратит существовать, и лучшей ценой предложения станет уже заявка продавца номер 2. Обратите внимание, что до вашей покупки самые дешевые акции продавались по 270 рублей 50 копеек, а после вашей покупки цена стала 270 рублей 51 копейка. То есть ваша активность на рынке спровоцировала рост цены. Таким образом и происходит формирование цены на любом рынке, в том числе и на финансовом. Цена всегда имеет справедливые значения и формируется самими участниками торгов под воздействием спроса и предложения. Кстати, ребят, если хотите знать, как заработать на падении акций, то обязательно посмотрите мое видео. Там я рассказываю, как работает шорт на бирже, сколько можно заработать на падении акций, какие происходят процессы на бирже, когда вы шортите, о которых вы даже не подозреваете. Ссылка будет в углу экрана вот здесь и, конечно же, в описании под этим видео. Базовый закон экономики гласит, если спрос превышает предложение, то цена растет. Как это происходит, вы могли только что видеть на примере с акцией Сбербанка. Вы совершили покупку по рыночной цене и раскупили весь товар, который по данной цене продавцы готовы были продать. Стоит также отметить, что цена может вырасти и без активности покупателей, то есть без роста спроса. Цена может вырасти из-за снижения предложения, если продавцы поснимают свои заявки. Мы с вами только что изучили два принципа формирования и движения цены на рынке – активный и пассивный. При активном движении цены вверх растет спрос, и покупатели раскупают товар по рыночным ценам. Пассивный рост цены происходит под воздействием снижения предложения, то есть продавцы снимают свои заявки и таким образом расширяется спред. Но так как спрос остается на прежнем уровне, то покупатели вынуждены либо выставлять свои лимитные заявки выше, либо покупать товар по текущим лучшим ценам продавцов, тем самым провоцируя рост цены на товар. А как обстоит дело с падением цены? Ведь до этого мы рассматривали только примеры с ее ростом. Когда цена падает, все происходит с точностью наоборот. Предложение превышает спрос, и точно так же снижение цены может быть активным, так и пассивным. При пассивном движении цены вниз означает, что покупатели поснимали свои заявки с рынка, то есть просто произошло снижение спроса, а продавцы вынуждены либо выставлять свои заявки по более низким ценам, либо продавать свой товар по цене спроса. При активном падении продавцы осуществляют продажи по рыночной цене. Для продавцов рыночная цена – это цена спроса. Такое происходит при росте предложения, когда товара очень много или он становится ненужным, его начинают распродавать, соглашаясь на цены покупателей. Если хотите заценить, как я торгую по стакану в реальном времени, как анализирую рынок и принимаю торговые решения, то посмотрите вот этот ролик, ссылка будет в углу и в описании. На финансовых рынках движение цен происходит постоянно, практически непрерывно во время торговой сессии то вверх, то вниз. И нельзя сказать, что движение происходит лишь только пассивно, либо только активно. Как правило, движение происходит и пассивно, и активно одновременно. Во всяком случае, на любое движение цены влияют только сами участники торгов, и никто другой.
Это основной принцип рынка и рыночной экономики. А вот на поведение участников торгов и, соответственно, на изменение спроса и предложения влияют различные факторы. Это могут быть как природные, политические, так и экономические события. Итак, как вы поняли, лимитные заявки, выставленные в стакан, исполняются встречными заявками по рынку. Рыночная заявка на покупку или продажу исполнится по лучшей доступной рыночной цене немедленно. Такая заявка не выставляется в стакан заявок, так как сразу исполняется. Преимуществом рыночной заявки является незамедлительное исполнение, что позволяет войти в таких рыночных ситуациях, где скорость решает, сможете ли вы заработать в данной сделке или нет. А вот недостатки, во-первых, в том, что покупая или продавая по рыночной цене, вы теряете как минимум несколько пунктов сделки из-за спреда. Во-вторых, вы рискуете попасть на проскальзывание. Про проскальзывание поговорим далее. Рыночная заявка, как и лимитная, выводится непосредственно на сервер биржи, и все трейдеры видят вашу активность на рынке, а также и активность других, что очень важно для выявления крупных участников торгов. Но если лимитные заявки отображаются в биржевом стакане, то где фиксируются рыночные заявки? Когда любой из участников торгов совершает сделку по рынку, информация об этой сделке отображается в ленте сделок по данному финансовому инструменту. В терминале Quick лента сделок отображена в виде таблицы и называется таблица обезличенных сделок. Такая таблица всех сделок, как и биржевой стакан, есть во всех торговых терминалах. Таким образом, можно сделать вывод о том, что торговля и ценообразование на бирже имеет максимально открытый и прозрачный характер, поскольку благодаря стакану и таблице всех сделок видно, что по определенному инструменту в определенное время было куплено или продано определенное количество лотов или контрактов. Однако, мы не знаем, кто купил, не знаем, кто продал, но нам это и не нужно знать, ведь действительно важную информацию, которая имеет влияние на рынок, мы знаем, и этого достаточно. Ленту сделок используют для анализа спроса и предложения, и в совокупности с другими инструментами анализа рынка предполагают вероятность движения цены в ту или иную сторону. А вы, дорогие друзья, используете ленту сделок в своей торговле? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Видео про биржевой стакан получилось достаточно объемным, поэтому я решил разделить его на две части. Только что вы посмотрели первую часть этого видео. Мы с вами узнали, что такое биржевой стакан. Это таблица заявок продавцов и покупателей на бирже, в которой анонимные участники рынка выставляют свои лимитные заявки на покупку и продажу по ценам, которые их удовлетворяют. Выставленные заявки в биржевой стакан видны всем трейдерам, а вот кто их разместил, не видно, такой информации не предоставляется. Если по заявкам проходит пересечение спроса и предложения, то они исполняются, и между участниками рынка заключается сделка, а цена этой сделки становится рыночной. Лимитные заявки исполняются только по той цене, по которой они выставлены, но само исполнение заявок не гарантируется. Исполняются лимитки только встречными ордерами по рынку. Рыночные ордера, заявки на покупку или продажу гарантированно исполняются по доступной рыночной цене немедленно, но в ущерб лучшей цене, то есть трейдер потеряет на спреде и, возможно, на проскальзывании, тем самым берет на себя дополнительные риски, а также уменьшает возможную прибыль. Рыночные ордера также выводятся непосредственно на биржу, и их исполнение отображается в ленте сделок, которая в терминале Quick называется таблица обезличенных сделок. Вторую часть обязательно посмотрите, там я в терминале Quick на практических примерах показываю, как открывать позиции лонг и шорт на бирже с использованием лимитных и рыночных ордеров. Рассказываю, что такое стоп-лосс и take-profit и для чего их используют, а также как выставлять такие заявки в стакан ордеров. Рассказываю, как влияет ликвидность и проскальзывание на торговлю, почему возникает проскальзывание, как отличить ликвидный инструмент от неликвидного. Ссылка на вторую часть будет вот здесь в углу или в описании. Надеюсь, информация была очень полезной, и если вы уже стали лучше понимать взаимодействие участников на бирже, если хотите продолжения таких обучающих видео, то обязательно поддержите меня. Подпишитесь на мой канал и поставьте огромный палец вверх. Это будет меня мотивировать выпускать еще более качественные видео. Ну и разумеется, колокольчик не забудьте поставить. Не пропускайте моих новых видео. Если есть вопросы,
Пишите в комментариях, даже если считаете, что вопрос глупый. Не стесняйтесь, обязательно задавайте. Ну а я с вами прощаюсь. Всем спасибо за внимание. С вами был Razer. До новых встреч. Пока.